каждый день приносит все больше бедствий. Наводнения, пожары, техногенные катастрофы, будто сама Земля протестует. Что случилось за последние 24 часа? Смотрите прямо сейчас, мы собрали для вас важнейшие события. Приветствую вас, друзья, вы на канале Горизонт событий. Мощный взрыв прогремел вчера на заводе United States Steel Clairton Co. Works в городе Клэртон в штате Пенсильвания. Взрыв произошел в помещении реверсивной комнаты коксовых батарей номер 13 и номер 15 на крупнейшем в Северной Америке предприятии по производству кокса, расположенном вдоль реки Мононгахела, примерно в 32 километрах к югу от Питтсбурга. По данным властей округа Аллегейни, взрыв вызвал пожар и обрушение части конструкций, что привело к образованию завалов, под которыми оказались работники. Местные жители сообщили о сильном грохоте, сотрясшем дома и окна в радиусе нескольких километров. По последним данным, подтверждена гибель одного человека, 2 числятся пропавшими, десятки работников получили травмы. Точное число людей, оказавшихся под завалами, неизвестно, спасательные команды ведут поиск. На место происшествия прибыли также пожарные и медицинские вертолеты. Из-за выбросов дыма, содержащего потенциально опасные вещества, такие как угарный газ и диоксид серы, жителям в радиусе 1,6 километра от завода рекомендовано оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, а также избегать использования вытяжных вентиляторов. Экстремальные ливневые дожди, обрушившиеся на японскую префектуру Кумамото на острове Кусю, привели к масштабным наводнениям, сходу селевых потоков и оползням. По данным японского метеорологического агентства, за 24 часа местами выпало от 400 до 600 мм осадков, что вызвало разрушительные последствия в городах Яцусера, Амакуса и Камиамакуса. Экстремальные осадки привели к перегрузке ливневых систем и выходу рек из берегов. В городе Яцусера оползень разрушил участок дороги, в результате чего 2 легковые машины провалились в образовавшуюся яму. Информация о пострадавших не поступала, но инцидент вызвал серьезные перебои в движении транспорта. Национальная трасса в районе города Амакуса оказалась затоплена. Дома, магазины и автомобили в различных населенных пунктах префектуры Кумамото оказались под водой, местами уровень воды достигал 1 метра. В некоторых районах нарушено электроснабжение, без света остались около 6 тысяч домохозяйств. Сообщается о 4 пропавших жителях. В Камиамакусе был объявлен наивысший уровень тревоги, экстренный приказ об эвакуации затронул 10 960 домохозяйств. Жителям настоятельно рекомендовано немедленно покинуть опасные зоны и принять меры для спасения жизни. Аналогичные предупреждения действуют для городов Тамана, Уки, Нагасу, Хикава и Яцусера, где сохраняется риск сильных наводнений и оползней. Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильных дождях для всей префектуры Кумамото, прогнозируя до 250 мм дополнительных осадков в ближайшие сутки. В понедельник в аэропорту Калиспил-Сити в американском штате Монтана произошло столкновение 2 небольших самолетов. Одномоторный самолет Саката-700, на борту которого находились 4 человека, совершал посадку в аэропорту Калиспил-Сити около 14 часов. Из-за жесткой посадки самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы и врезался в стоящий на рулежной дорожке пустой самолет. Столкновение вызвало возгорание, которое быстро распространилось на близлежащую территорию, образовав огромный огненный шар и столб густого черного дыма, видимый за километры. Пилот и 3 пассажира самолета Саката-700 смогли самостоятельно выбраться из горящего борта. Пострадали 2 пассажиров, а они отделались легкими травмами. В результате происшествия пожар повредил несколько самолетов, стоявших рядом, прежде чем пламя удалось локализовать. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события,
Поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В Турции продолжаются масштабные лесные пожары. В провинции Чанаккале лесной пожар, начавшийся в сельскохозяйственных полях, быстро распространился на районы Интепи и Виадук, Эринкой, Гузельялы, Каранлык-Лиманы и Кумкале. Огонь повредил трансформаторы, из-за чего пропало электроснабжение и возникли серьезные проблемы со связью. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, был остановлен транзит судов через Дарданеллы в направлении с севера на юг для безопасности авиации, которая использует пролив для забора воды при тушении пожара. Площадь, охваченная огнем, уже достигла 1400 гектаров, уничтожено множество домов в районе Дардания. Жителей районов Дардания и Гузельяла заблаговременно эвакуировали. С пожаром сражаются 455 пожарных, а также авиация в составе 7 самолетов и 6 вертолетов. Помимо остановки судоходства, перекрыт 21 километр автотрассы Чанаккале-Эзине, что создало дополнительные трудности для местных жителей и логистики. Еще один сильный пожар пылает в районе Энес в провинции Эдирне. Как и пожар в Чанаккале, он быстро распространился из-за сильного ветра и жары и несет сейчас угрозу лесным массивам и близлежащим населенным пунктам. Пожар в Эдирне пока не привел к эвакуации, но власти усилили мониторинг и направили дополнительные силы для тушения. Китайские военные корабли столкнулись во время погони за филиппинским катером. Инцидент произошел в спорных территориальных водах Южно-Китайского моря, недалеко от рифа Скарборо. Китайская береговая охрана утверждает, что преследовали катер за нарушение морских границ и игнорирование требований покинуть территориальные воды Китайской Народной Республики. В свою очередь, филиппинская береговая охрана заявляет, что сопровождала лодки с гуманитарной помощью для рыбаков. В результате ловких маневров филиппинского рулевого, боевой корабль военно-морских сил Китая столкнулся со своим же судном береговой охраны. Корабли остались на плаву, но получили серьезные повреждения. Испания борется с серией сильных лесных пожаров, охвативших провинции Мадрид и Кадис. Вечером 11 августа в районе Трес-Кантоса, расположенного в 20 километрах к северу от Мадрида, начался крупный лесной пожар, спровоцированный сухой грозой и порывами ветра до 70 км в час. Пожар быстро вышел из-под контроля, охватив более 3000 гектаров, и достиг второго уровня по шкале чрезвычайных ситуаций. Гражданская гвардия приступила к эвакуации жителей из районов Сото-де-Виньюэлос и Фуэнте-эль-Фресно, расположенных вблизи очага пожара. Жителям было приказано немедленно покинуть дома из-за угрозы распространения огня на жилые зоны. Сообщается о 2 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу Мадрида. На тушение пожара брошены сотни пожарных, которые поддерживаются авиацией и военной чрезвычайной службой. Несмотря на все усилия пожарных, из-за сильного ветра пламя так и не удалось локализовать. В целях безопасности была перекрыта автомагистраль М607 в 2 направлениях, а на территории местного выставочного комплекса развернут пункт медицинской помощи. Еще один лесной пожар бушует в Тарифе в провинции Кадис. Быстро усилившийся на фоне жары и сильного ветра, пожар угрожает природоохранным зонам и жилым кварталам, включая районы вблизи Тарифы и Захары. Пожарные команды, поддерживаемые вертолетами, пытаются локализовать очаги возгорания. В наиболее уязвимых районах начата эвакуация жителей. Гражданская гвардия координирует эвакуацию и обеспечивает безопасность на дорогах.
Местные власти сообщают, что основные усилия сейчас сосредоточены на создании защитных периметров вокруг населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение огня на жилые зоны. Жителей призывают серьезно относиться к указаниям экстренных служб и воздержаться от поездок в зону пожара. Вечером 10 августа над австралийским штатом Виктория по небу пронесся метеор. Яркая вспышка осветила небо, а спустя несколько секунд жители услышали грохот, который некоторые сравнили со взрывом или падением самолета. Громкий звук, сопровождавший падение метеора, был слышен в нескольких городах, включая Мельбурн, Балларат и Бендиго. Ученые предполагают, что фрагменты метеора могли достичь поверхности Земли. Специалисты из Австралийского метеорного общества и Университета Монаша проводят сбор данных от очевидцев, чтобы определить возможные районы падения метеоритов. Сильные ливневые дожди, обрушившиеся на Дехрадун, столицу индийского штата Уттараханд, вызвали масштабное наводнение в районе IT-парка и в других частях города. Экстремальные осадки, характерные для региона в сезон муссонов, привели к стремительному подъему уровня воды в реке Тамса и других водоемах Дехрадуна, в результате чего они вышли из берегов. Ливневая канализация не справилась с объемами воды, район IT-парка, один из ключевых технологических центров города, оказался под водой. Дороги, ведущие к офисным зданиям и кампусам компании, затоплены, движение транспорта и работа офисов оказались парализованы. Под воду ушли также дома и магазины. Наводнение нарушило электроснабжение в некоторых частях города, а также вызвало сбой в работе общественного транспорта. Для помощи жителям в пострадавшие районы направлены национальные и государственные силы реагирования на стихийные бедствия. Ведется эвакуация жителей, а также откачка воды. Главный министр Уттараханда Пушкар Сингх Дхами заявил, что власти находятся в постоянном контакте с метеорологическими службами и спасательными командами, чтобы минимизировать ущерб. Жителей призывают избегать зон вблизи рек и следовать указаниям властей. Озеро Вулар, крупнейший пресноводный водоем Индии, вновь расцвел яркими зарослями лотосов, возвращая себе былое великолепие, невиданное с 1990-х годов. Экологический проект по восстановлению озера, предпринятый для спасения уникальной экосистемы, дал впечатляющие результаты, вернув водоему его природную красоту и биоразнообразие. В 1992 году разрушительное наводнение в долине Кашмира погубило обширные заросли лотосов, которые были одной из главных достопримечательностей озера Вулар. Слои ила, нанесенные паводковыми водами, буквально похоронили корневища растений, сделав их восстановление невозможным на протяжении десятилетий. Однако благодаря масштабному экологическому проекту, запущенному в последние годы, озеро стало возрождаться. Мир продолжает меняться каждый день, и мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо, что были с нами. Поддержите выпуск подпиской, и увидимся уже завтра.